Всем привет! Хочу рассказать об опыте использования облачного игрового сервиса от Microsoft Xbox Cloud Gaming. На канале уже есть обзор на похожие сервисы от ВК и Nvidia. На мой взгляд, данный сервис хороший вариант взамен стационарного ПК, особенно с прицелом на будущее, так как собрать сейчас ПК даже средней конфигурации довольно дорого в сравнении со стоимостью подписки. Сервис Xbox Cloud Gaming включен в подписку Game Pass, как Ultimate, так и в другие. У Ultimate более развернутые по возможностям. В России официально данный сервис не работает, так что нужно применять обходные пути. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Я использовал регион Нидерланд и выходил в интернет с IP-адресом с тем же регионом. Данный сервис работает как на приставке, так и на ПК. Главное, чтобы учетная запись ПК совпадала с учетной записью в приложении Xbox. Для игры в ПК большинство игр поддерживает управление только с геймпада, но есть игры, которые запускаются с управлением клавиатурой и мыши. Недавно Xbox Cloud Gaming вышел из стадии бета, и надо сказать, что работать стал немного лучше, чем раньше, но все еще не дотягивает до уровня стабильности и частоте кадров в играх до игровых сервисов ПК и GeForce Now. Хотя разрешение картинки стало Full HD, но вот плавность оставляет желать лучшего, да и частота кадров очень низкая. Пример воспроизведения вы можете наблюдать сами. Записал трансляцию игр на ПК. Стоит отметить, что есть два режима графики в игре. Это качество и производительность. Качество позволяет включить в игре самую высокую детализацию, но при меньшей частоте кадров, примерно 25-30 кадров. Режим производительность, наоборот, уменьшает детализацию, но игра уже воспроизводится с частотой 60 кадров. Выбор как на приставке Xbox Series S и X. Пинг до сервера в Нидерландах около 80-100 миллисекунд. Это много как для онлайн-проектов, так и для сингл-проектов. Даже в соло-играх чувствуется задержка по управлению. Преимущество данного сервиса просматривается в том, что можно играть на старых ПК и консолях в новые игры. Например, игра Hi-Fi Rush не поддерживается на консоли Xbox One S и X, но с этим сервисом можно ее запустить при желании пройти. Кстати, я протестировал данный сервис не только на ПК, но и на консоли Xbox One S, и надо сказать, что с ней в некоторых играх сервис работает лучше. Правда, провайдеры интернета были разные на ПК и консоли. Итак, подведем итог. Хорошо, что при покупке подписки Game Pass можно попробовать настроить доступ к игровому сервису Xbox Cloud Gaming, который дает возможность запустить новые игры даже на прошлых поколениях Xbox или на ПК со слабым железом. Надо признать, что работает этот сервис пока на троечку, и нужно использовать выход в интернет с подменой IP-адреса, что тоже неудобно. Тем не менее, сервис развивается, хоть и не в нашем регионе. Спасибо всем за внимание.